Иерусалим готовится ко дню, который в этот раз может пройти иначе. По состоянию на начало апреля 2026 года храм гроба Господня в Иерусалиме закрыт для посетителей и паломников. Богослужения продолжаются, но проходят ограниченно и почти скрыты от глаз. Это связано с усиленными мерами безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Доступ к святыне в старом городе также остается ограниченным. И Иерусалим входит в дни ожидания. Впереди Великая Суббота. День, когда по традиции в этом храме происходит схождение благодатного огня. Но в этом году все иначе. Закрытые двери, ограниченный доступ, тишина там, где обычно собираются тысячи людей. Город готовится, но почти незаметно. Без привычного движения паломников, без длинных очередей, без открытых ворот. Остается только ожидание. Ожидание дня, который приближается, несмотря ни на что. И снова звучит вопрос, который чаще всего возникает в тревожные и переломные времена. Сойдет ли в 2026 году благодатный огонь? Возможно ли это сейчас, если храм остается закрытым? Само схождение благодатного огня воспринимается верующими как ежегодное чудо, которое не прерывалось веками. И все же история знает редкие исключения, моменты, которые не привели ни к катастрофе, ни к тем последствиям, о которых так часто говорят. В 1101 году, после захвата Иерусалима крестоносцами, православных не допустили в храм. Огонь тогда не сошел. Только после восстановления порядка богослужения все вернулось к привычному ходу. В 1579 году ситуация повторилась иначе. Православное духовенство оказалось за закрытыми дверями. И по преданию огонь появился вне храма, у колонны у входа, словно в обход человеческого запрета. В 1923 году на фоне гонений на церковь огонь, как утверждают источники, также не появился в привычное время. Во всех этих случаях есть одна общая деталь. Нарушение происходило не в небе, а здесь, на земле. Там, где был нарушен порядок богослужения. С точки зрения церковной традиции, для схождения благодатного огня не требуется присутствие тысячи людей. Достаточно патриарха и минимального числа духовенства. Даже при закрытых дверях служба может быть совершена. И в этом случае огонь может сойти, но остаться почти невидимым для всего остального мира. Без камер, без толпы, без привычного свидетельства. И тогда становится ясно. История благодатного огня – это не только событие, но и символ. И каждый раз, когда вокруг него возникают ограничения, проявляется одна и та же закономерность. Человек может контролировать то, что происходит вокруг, но не то, что подвластно высшим силам.